Эрдоган наконец-то завершил войну. Многолетнему конфликту положен конец. Китай призвал Путина сложить оружие. Резкое заявление из Пекина, и что с ним не так? Удар по самому больному месту Кремля. Такого не было уже 2 года. Американские ракеты атаковали российских военных. Кто стрелял, кто управлял запуском и, главное, в кого попали. Новые налоги в России, которые могут коснуться каждого третьего. Кого зацепит новый закон? Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Пекин активно вмешивается в события в Украине. Китай переходит к языку приказов и напрямую пытается повлиять на ход мирных переговоров, срыв которых китайскому лидеру может не понравиться. Или наоборот, может быть, Китаю выгодно продолжение войны. Как думаете? Пишите в комментарии. Сейчас в Пекине заявляют об урегулировании, но какую именно роль они собираются сыграть? Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы поддерживаем все усилия по установлению мира и надеемся, что заинтересованные стороны смогут продолжить диалог и переговоры с целью достижения справедливого и прочного мирного соглашения, которое будет обязательным для всех сторон и приемлемым для всех заинтересованных сторон. Ситуация накаляется на фоне ожидания от переговоров и может легко пойти в разнос после вмешательства крупного игрока. Нефтяной кошелек Кремля стремительно пустеет, доходы от экспорта нефти на самом дне за 2 года. За последние 4 недели Россия выручила менее 5 миллиардов долларов. Это катастрофа для бюджета, где нефть – одна из ключевых статей дохода. Цены обвалились, а скидки для дружественных стран съели все остальное. При тех же объемах поставок Москва получает почти на четверть меньше, чем год назад. 1,25 миллиарда в неделю – это уровень начала 2023 года, когда санкции только начали кусаться. Такой провал бьет по самому больному месту, по военной экономике. Чем меньше доходов от нефти, тем меньше ресурсов на войну, на выплаты, на стабилизацию. И если тренд сохранится, Кремлю придется либо продавать в убыток, либо залезать в резервы. Вопрос уже не в прибыли, вопрос в выживании экспортной модели. Американские ракеты прилетели в Курскую область. На кадрах с места попадания видно, как многоэтажка превратилась в руины. На месте разрушения и обломки, которые только подогревают вопросы. Но вот что действительно шокирует, под завалами оказались российские военные. По данным украинской разведки, там находился личный состав 40-й бригады морской пехоты России. Неужели это был точечный удар по военным объектам? Или кто-то что-то скрывает? Россияне же говорят совсем другое. Мол, пострадал местный отель и автомойка, а еще несколько частных домов. Но как бы ни пытались скрыть масштаб удара, очевидно одно, удар был точечным и мощным. Ну и теперь вопрос, какие последствия ждут Москву, если такие атаки станут регулярными? Не забывайте писать свое мнение. Ответы на эти вопросы нужно писать в комментарии под этим видео. Белгородский губернатор в ярости. Его подданные выуживают деньги у государства. Как посмели они просить средства за поврежденное обстрелами имущество? Особые хитрецы специально подставляются под дроны, а потом получают компенсацию. Может, еще и огонь на себя вызывают? Люди пытались, сожгли машину, пытались подбросить FPV-дрон, который нашли где-то в кустах, для того, чтобы выдать за обстрелянный автомобиль и получить компенсацию. Северная Корея в Африке сообщает, что Ким Чен Ын отправил 700 элитных бойцов в Буркина-Фасо, чтобы охранять президента Трауре и спасти его режим после попытки переворота. Да, не Россия, не Китай, а именно КНДР. Говорят, теперь Пхеньян – новый поставщик режимной безопасности. Кто раньше держал Африку на штыках? Ну а теперь это делает КНДР. В сети шутят, хоть Ким и испугался приехать на парад к Путину, диктаторы продолжают сбиваться в стаи, пока
пока демократии остаются этим озабочены. И пока одни отправляют спецназ, другие — ноты протеста. Такие особенности международной игры. Что думаете вы, это реально бойцы или просто громкий вброс? И зачем вообще Киму спасать африканского диктатора в 2025 году? Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Казахстан в мировых лидерах по росту. ВВП страны вырос на 6%. Это больше, чем у Китая, и выше, чем ожидалось. Особенно впечатляюще это смотрится на фоне глобальной турбулентности, на фоне замедления экономик по всему миру, падения цен на сырье и нестабильности в регионе в принципе. Казахстан вдруг вырывается вперед вместе с Индией, Филиппинами и Вьетнамом. В апреле он в мировом топе по темпам роста. Но это только картинка. Уже сейчас Ассоциация финансистов предупреждает, к 2026 году рост замедлится почти вдвое. Причины те же, что и у всех. Нефть дешевеет, расходы растут, экономика перегревается. Сегодня Казахстан в списке победителей, но вопрос, удержится ли, если цены на нефть упадут. Или это вспышка на фоне нестабильного сырьевого рынка. Эксперты говорят, что без структурных реформ и диверсификации это долго не протянет. Граждане Казахстана, вам слово в комментариях. Поделитесь, пожалуйста, как думаете вы? Как видите вы все это изнутри? Многолетняя война наконец закончена. Эрдоган победил. Партия, против которой долгое время боролись турецкие власти, объявила о своем распуске. Рабочая партия Курдистана, которая в Турции считалась террористической организацией, а также из-за отсутствия запрета, на которую Швеция могла не попасть в НАТО, объявила о самороспуске и прекращает свою 40-летнюю вооруженную борьбу с Турцией. Ранее к этому призвал лидер партии Абдулла Аджалан, который с 1999 года отбывает пожизненный срок на турецком острове в Мраморном море. РПК сражается против турецкого государства и за права курдов с 1984 года. В ходе этой борьбы погибли около 45 тысяч человек. В некоторых районах Турции на улицах даже празднуют самороспуск организации и прекращение борьбы. Правда, в партии заявляют о прекращении борьбы именно под этим названием. Но посмотрим, что же будет дальше. Школьниц, показавших средний палец салюту 9 мая, поставили на учет и отвели в церковь. Девочек-подростков из Могилева свозили на воспитательную экскурсию в мемориальный комплекс в деревне Барки. Школьницам рассказали о трагических событиях, произошедших в этом месте, показали отрывки из фильма «Иди и смотри» и организовали встречу с протоиереем. Если вы домохозяйка, домохозяин или занимаетесь чем-то, что в Госдуме РФ считают несерьезным, придется за это заплатить. Российские политики решили взять пример со своих белорусских коллег, но решили пойти еще дальше и ввести налог для некоторых слоев общества, которые или работают, не так, чтобы на износ, или вообще не работают. Экономист Александр Сафонов выдвинул дерзкое предложение обложить налогами неработающих людей, рантье, детей богатых родителей и домохозяек. По его мнению, это профессиональные бездельники, которые наслаждаются социальными благами, но не несут ответственности перед государством. Необходим ряд мер, а именно введение в отношении таких лиц обязательных страховых взносов в систему ОМС и уплату фиксированного подоходного налога, если не представлены доказательства законного происхождения средств, на которые данные граждане живут. Сафонов утверждает, что эти категории граждан не платят в бюджет, но при этом активно пользуются всеми благами от жизни в России. Идея уже вызвала бурю обсуждений от восторга до гнева. Кто-то поддерживает несправедливых богачей на каникулах, ну а кто-то возмущен идеей налога на домохозяек. А как думаете вы, кто должен платить, сын олигарха или домохозяйка? Пишите свое мнение в комментариях под этим видео. Препарат Оземпик может не просто помогать сбросить вес, он снижает риск рака. Ученые из Манчестера изучили истории болезней более 6 тысяч пациентов и выяснили, те, кто принимал Оземпик и похожие средства, гораздо реже сталкивались с онкологией. И эффект тут не только в похудении. Эти препараты уменьшают воспаление в организме и усиливают иммунную защиту, а значит мешают раковым клеткам появляться. Исследователи считают, в будущем такие лекарства могут использоваться для профилактики рака, даже у тех, у кого нет лишнего веса. Это уже не просто укол для стройности, а потенциально новое оружие против онкологии.
Ведущий «Нехта» Дмитрий Танкович почти ежедневно радует зрителей интересным и острым контентом на канале «Нехта Момент». Обязательно подписывайтесь, не пожалеете. И Дональд Трамп молниеносно отреагировал. Цитата. «Я начинаю сомневаться, что Украина вообще собирается договариваться с Путиным. Он слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне, которую бы никогда не выиграл и близко, без Соединенных Штатов Америки. Проведите встречу. Немедленно». Конец цитаты. Странно, конечно, что Дональд Трамп не добавил свое знаменитое, что если бы я был президентом, Вторая мировая война никогда бы не началась. Ну и можно было еще добавить, что Вторая мировая началась не из-за Гитлера, нет, а из-за Джо Байдена. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.